но, безусловно, российское образование считается одним из самых лучших в мире. За исключением, наверное, модной индустрии и легкой промышленности. Работая над проектом создания распределительного образовательного кластера, мы выявили ряд проблем касательно современных реалий Fashion Education в России. Во-первых, это отсутствие профстандартов, отсутствие профессий, разобщенность образовательных центров и очень низкая профориентированность выпускаемых студентов, которые, как правило, учатся рисовать, но совершенно не имеют представление о структуре фэшн-бизнеса, да, потому что мода, прежде всего, бизнес, и это людей нужно как бизнесу. И очень важно интегрировать в образование, фэшн-образование, практикоориентированные блоки, современные, ориентированные на бизнес, на структуризацию, на новые технологии, на новые формы коммуникации, на продвижение. И поэтому, наверное, ключевой миссией Fashion Hub Россия стало создание при поддержке Министерства образования всероссийского распределительного образовательного кластера. Созданы практикоориентированные курсы на базе ключевых вузов. РЭО Плеханова, где мы сконцентрировали маркетинг, байинг, товароведение, что очень важно, потому что товароведение – это одна из самых ключевых компетенций в области фэшн-бизнеса, и невозможно отшивать продукт, производить какие-то коллекции, не понимая, что такое ткань, материал, фурнитура, конструкция и так далее. Далее это блок байинг, маркетинг. На базе Ивановского политеха развиваем более прикладные специальности. На базе ВГИКа запускается блок, связанный с продвижением видеопродакшена, потому что видеопродакшн в фэшн-бизнесе, он отличается от видеопродакшна, например, для кино, телевидения или передач, потому что есть определенная специфика трансляции ДНК бренда, трансляции специфики коллекций. Например, на базе Метумаси и технологии дизайна мы создаем блоки, связанные с дизайном, с идентикой. Идентика – ключевой вообще пункт развития бренда, потому что невозможно создать коммерческий продукт, не проработав его идентику, бирки, логотипы, гадлайны и так далее. На базе ключевых школ стилистики мы запускаем блок, связанный с коммерческим стайлингом, потому что очень важно для ритейла обучать не просто продавцов или там директоров магазинов, а именно продавцов-стилистов, которые могут правильно замиксовать в трендах, в коммерческом блоке любой лук. И, безусловно, стилистика для глянца и стилистика для фэшн-бизнеса, для торговли, она совершенно разная. Безусловно, кадровый голод есть, и, как мы говорим с коллегами, как правило, но я как ритейлер, скорее больше с точки зрения торговли могу сказать, но опять же, торговля и ритейл – это лакмусовая бумажка, и сразу все понятно. Кадры есть, но их компетенции недостаточно высоки для того, чтобы создавать коммерчески правильный продукт и создавать те бренды и те товары, которые могут быть конкурентоспособны на российском международном рынке, учитывая то, что сейчас мы живем в современном обществе, и границы, в принципе, стерты, и любой потребитель может иметь доступ к любому товару любой страны. Очень важно создавать коммерческий интернациональный продукт. Создание модного продукта – это целая цепочка пошаговых действий, мировой алгоритм, который, в принципе, не меняется. Это от идеи, блок создания подготовки сырья, фурнитуры, конструкция, дальше там создание партий, ритейл и утилизация, образно говоря. Этот цикл очень важно полностью производить и делать такую некую товаропроводящую цепь. Вот. Безусловно, у нас, к сожалению, очень слишком много дизайнеров, но совершенно не хватает конструкторов, технологов, не хватает квалифицированных специалистов по структурированию одежды, по созданию коллекции, по матрицам. Да? И здесь очень важно именно запуск таких узкопрофильных специальностей, которые, поверьте мне, в ближайшем будущем даже роботы не заменят. Безусловно, это дизайнеры тканей, производители новых тканевых технологий, производители по запуску брендов, потому что, опять же, дизайнеров у нас много, брендов у нас мало. Ритейлеры скорее ориентируются на бренд, чем на дизайнера, образно говоря. Не хватает, опять же, конструкторов, квалифицированных швей высоких категорий. Вроде как считается, что это там не модно и так далее, но если откроете любой кадровый сейчас портал, вы увидите, что средняя зарплата конструктора или какого-то там, не знаю, технолога производства гораздо выше, порой даже, чем у байера хорошего мультибрендового магазина. Это очень сложный вопрос, потому что на самом деле в прошлом году, за год пандемии, появилось огромное количество онлайн-программ, онлайн-курсов. И даже компания, с которой я работаю, мы не исключение. Мы тоже запустили онлайн-продукты.
Но это реалии современного рынка, и, к сожалению, это жизнь не сейчас. Я считаю, здесь очень важно контролировать качество спикеров, качество контента и те скиллы, которые они дают. Я считаю, самое главное это в этих курсах миксовать, интегрировать практикоориентированных специалистов, практиков и, например, людей из академической науки. Есть те блоки, которые можно охватить онлайн. Но поверьте мне, байингу невозможно обучиться онлайн, невозможно обучиться онлайн-товароведению, невозможно учиться онлайн, в принципе, даже дизайну. Окей, можно рисовать, но это в целом, в принципе, это все будет оторвано от производства. Очень важно создавать гибридные образовательные программы, которые включают в себя и онлайн, и офлайн. Например, какие-то блоки можно быть онлайн, да, какие-то блоки могут быть офлайн. Но очень большая проблема нашего образования в этой сфере – это его дороговизна. К сожалению, например, когда мы делали аналитику по всей стране, не всем доступно это образование. Тем самым, я считаю, очень важна господдержка, субсидирование не только государственных образовательных курсов, но и частных образовательных курсов или частно-государственных, которые позволяют дать нужные компетенции специалисту, но они, например, ему дороги. Здесь очень важно давать людям возможность равного доступа к информации и равного доступа к знаниям. Именно поэтому нужны образовательные кластеры, и акселераторы, и какие-то такие блоки, которые позволяют специалисту или там профессионалу, который хочет повысить свою компетентность, стать дороже на рынке, больше зарабатывать, больше привнести в отрасль возможность работать в этом сегменте и получать нужные знания. Сейчас байинг для меня напоминает битву экстрасенсов. Потому что, если раньше, я в байинге работаю с 18 лет, 16 лет я в отрасли, 17 лет в торговле. И никогда не было такого, что мы вслепую фактически закупали коллекции, закупали бюджеты. Ситуация кардинально изменилась. Онлайн-заказы. Да, онлайн-заказ сделать легко, если бренд тебе известен. Это большая марка, которая, например, высылает образцы сырья, высылает образцы ткани, или ты понимаешь, например, что этот пиджак в этом бренде сидит так-то, что стало совершенно невозможным работу с молодыми брендами, с начинающими брендами, с брендами категории Contemporary. За последний год, который прошел с период старта пандемии, я считаю, этот год переломный вообще в нашей отрасли, когда в других отраслях. Это стало ключевой точкой роста для развития локального бренда и локального производителя. Потому что все больше российских ритейлеров, например, даже международных ритейлеров, стали обращать внимание на свой внутренний потенциал. Тем самым, в принципе, для нас сейчас ситуация на рынке с уменьшениями импорта в связи с тем, что нет доступа к заказу офлайн, стала большим драйвером роста для местных производителей, местных брендов. Но при этом бренд должен соответствовать как раз таки этому высокому международному уровню, который задают крупные бренды, рядом с которыми сейчас начинают висеть. Все стало гораздо лучше. Если, например, в 2014-2015 году я мог собрать корнер русских брендов, и никто не выполнял заказ вовремя, или там отгружали мне зиму в декабре вместо того, чтобы отгрузить ее в августе край или в сентябре, то сейчас мы все больше входим в этот бизнес с понятием. На самом деле этому способствовало, опять же, то, что сейчас растет конкуренция на внутреннем рынке. И бренды появляются каждый день, да? Но не все из них доживают до третьего сезона. Здесь самое главное, в чем проблема? Поверьте, конечно, проблема сырья. Потому что сырье все ввозное, и в принципе это нормально. Здесь нам очень важно создавать, опять же, бренды, и бренды, которые будут максимально интернациональными, интегрированы в мировой контекст. Для брендов первое – это интернациональность. Второе – хорошее сырье, ткани. Сейчас стало реальным, потому что, да, у тебя границы закрыты, но сейчас создаются текстильные хабы, сейчас создаются, все равно есть представители брендов, и, например, есть такая, например, возможность, даже законодательство называется, сертификация на таможенной территории, когда при ввозе продукции для экспорта ткань не облагается НДС. Это, в принципе, все есть, это вот занимаются благодаря Минпромторгу, сейчас у нас все есть. Очень важна сезонность. Почему-то, к сожалению, наши бренды, если шьют тут здесь, то сейчас, то есть должен быть системный международный подход. Сезонность, комбинаторность, носибельность, хорошая посадка, хорошая конструкция, тренды. Очень важны тренды. Именно поэтому мы сейчас занимаемся интеграцией WGSN, крупнейшее мировое тренд-агентство, в российский рынок, потому что я считаю, что у всех должен быть доступ к трендам. Невозможно создавать международный, правильный коммерческий продукт, который будет продаваться, не зная то, что будет востребован на рынке спустя 2 года, 3 года. Потому что глобальная
участие в глобальном мировом процессе развития отрасли позволяет нашим брендам там добиться успеха. Что касается моды на русское, я очень радуюсь тому, что в нашей стране именно вот на си русская и вот эта тенденция на интеграцию русских брендов в ритейл и в гардероб стала не просто там импортозамещением, которое мы думали изначально, и не стала национальной идеей, это стало просто стало итогом того, что наши производители стали делать актуальный, нужный, стильный товар. Во-первых, я хочу сказать, что не бывает чудес. По крайней мере, если строится бизнес, он должен строиться по бизнес-правилам. Есть, конечно, история успеха, когда там кто-то его заметил, но я в целом вот за работу за 17 лет в торговле, в принципе, таких историй знаю очень мало. И, как правило, за этими историями стоят другие истории. Я считаю, очень важно, делая бренд, создавая продукт, системно подходить к делу. Да, помимо хороших коллекций, сезонности, там, трендов, всего очень важно сразу правильно заявлять о себе на рынке с точки зрения продаж оптовых и розничных. Розница, понятно, может быть своя, это может быть дружественные магазины. В принципе, мы как Flash Hub России, для нас интеграция бренда в ритейл является ключевой миссией. В принципе, обращайтесь, да, поддержим, поможем. И я, например, опять же, как ритейлер, всегда буду рад новым брендам, потому что всегда в ресерче. Потому что работа байера — это искать, это находить, это продвигать, продавать. Потому что, опять же, торговля — это лучшее продвижение. И поэтому есть разные пути. Есть, понятно, там шоурумы, офлайн, онлайн. Есть также блок, связанный с онлайн оптовыми выставками, там Траной тот же самый. К сожалению, там, если мы говорим про платформы типа Жуар, не все наши российские бренды соответствуют этим требованиям, потому что не все выполняют требования, там, опять же, поставки, производства. Но для микробрендов, современных крутых брендов, оптимальный Burn — самая хорошая платформа, которая позволяет, в принципе, продвигаться.